Ребята, всем привет! Смена настроения и прозрения, разочарование и усталость – все это сопровождает весь долгий путь обучения. Итак, мы можем с вами выделить 6 этапов изменения отношения учеников к процессу обучения музыки. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Первый этап. Как он характеризуется? На этом прединструментальном этапе начинающие любят создавать звуки на фортепиано просто ради этих самих звуков. Концепция музыки очаровывает их, и начинающие наслаждаются способностью просто извлекать звуки своими руками. Девизом здесь становится «Послушайте все, как я играю». Этап второй. Как он характеризуется? Когда начинающие входят в обучающий этап, то они обнаруживают, что игра на фортепиано требует на самом деле большого количества времени. И это отличается от того, что было раньше, когда игра была весельем или почти игровым мероприятием. Чтение нот трудно, и каждый урок становится все более трудным, это их обескураживает. Время урока обычно тратится на повторение с учителем того, что было ранее задано на дом. Этап третий. Как он характеризуется? Ученики преодолевают сложный этап чтения нот, музыкальные понятия начинают приобретать какой-то смысл, и что-то щелкает в голове. Ученики начинают читать ноты, они начинают подчиняться прилежанию. Обычно на этом этапе цель ученика становится играть как можно быстрее, играть на память даже закрытыми глазами, в попытках поразить членов своей семьи или своих друзей. Поэтому на этом этапе им нравится выбирать какие-то показушные пьесы, какие-то узнаваемые мелодии. Регулярные занятия все еще остаются проблемой из-за отвлекающих вещей. Это, например, интернет, видеоигры, телевизор, друзья и так далее. Этап четвертый. Как он характеризуется? На этом этапе подросток или просто взрослеющий профессиональный пианист проходит через большие изменения. Мир выходит за пределы семейного круга в мир внешних одобрений. Ученики находятся на промежуточном стадии обучения. В это время учителя чаще начинают давать им минуэты, сонаты и так далее. Этот вид музыки очень далек от того, что они слушают в своей повседневной жизни, и они начинают задаваться вопросом, почему они не играют более клевую музыку, например, из Гарри Поттера, или то, что они ранее слышали. Ученик попадает в замешательство, и его не сильно начинает волновать его прогресс на фортепиано. А в детской среде на этом этапе сама игра перестает быть поощряемым сверстниками занятием. Этап пятый. Как он характеризуется? Ученики могут начать ненавидеть занятия. Это отнимает все их свободное время, это трудная работа по достижению результата и требует большого количества занятий. Учитель может выражать раздражение, выражать беспокойство. И если ученик – это ребенок, то родители начинают давить на свое чадо, заставлять заниматься, что еще больше вызывает отвращение ученика. Ученик так или иначе пока не играет ту музыку, которая ему, возможно, нравится. И видит выход во всем этом просто бросить свои занятия. Если только родители не продолжат настаивать. Многие ученики как раз бросают заниматься музыкой в этот самый период, на этом самом этапе. Вовлечение родителей и их поддержка очень важны на этом этапе, чтобы обеспечить непрерывность обучения. Даже если родители заставят ученика просто отмечаться на занятиях, на уроках, пока он проходит трудную стадию взросления, и это будет лучше, нежели вообще прекратить занятия на условиях самого ребенка. Именно этот этап чаще вспоминают взрослые люди, которые обучались игре на фортепиано и сейчас сожалеют о том, что они когда-то бросили музыку. Этап шестой. Как он характеризуется? После трудного пути раздражений со стороны всех – взрослого ученика или ребенка, учителя или родителей – ученик начинает оценивать себя через продвинутый репертуар. Ученик начинает получать удовольствие от своей способности играть трудные пьесы, и учитель начинает направлять ученика уже по вопросам артистичности, по вопросам интерпретации музыкальных произведений и так далее. Ученики приближаются к взрослости и начинают брать на себя ответственность без каких-либо напоминаний. Обычно они берут уроки фортепиано уже потому, что они действительно этого хотят.
Ученик и учитель начинают развивать прочную связь своих взаимных отношений, своего взаимного уважения и могут стать очень близкими людьми. Как вы видите, оставаться сосредоточенным и мотивированным в занятиях все время очень сложно. Большинство музыкантов проходили такое хотя бы единожды. Когда-либо они испытывали выгорание. Это общее ощущение потери вдохновения, потери мотивации, это просто скука или просто лень. И эти этапы в 90% случаев обязательны для прохождения. И если вы начали заниматься музыкой в 50 лет, допустим, это не всегда означает, что вы сможете перескочить какой-то этап и перейдете сразу к последнему. Также, какие же могут быть причины выгорания? Это может быть абсолютно отсутствие музыкальных знаний, отсутствие подпинывающего, то есть мотивирующего какого-то фактора, это плохой ненастроенный инструмент, это приобретение и закрепление вредных привычек в игре и, как следствие, невозможность вашего прогресса. Это отсутствие постоянного доступа к инструменту. Это может быть мягкая синтезаторная клавиатура, которая в большинстве случаев нисколько не увеличивает способности работы над качеством звука и техникой, а может даже и вовсе постепенно и незаметно ухудшает. А также это может быть отчаяние и бесперспективность игры на фоне давления бытовой стороны жизни. На сегодня у меня все. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока!